Доброго вечора, ми з України, мене звати Рауль, ви дивитесь проект «Україна в огні». Главная тема уходящей недели – доклад правозащитной международной организации Amnesty International. Он вызвал негативную реакцию со стороны наших властей и настоящую бурю в социальных сетях. О чем идет речь? По заключению экспертов организации, Украина нарушает международное гуманитарное право. Почему? Докладчики утверждают, что как минимум 19 раз ЗСУ создавали базы и размещали вооружение в жилых районах, а также наносили удары не только с территории жилых районов, но школ и больниц. Таким образом, гражданские объекты превращались в военные цели, а местные жители подвергались смертельной опасности. В докладе также идет речь, что большинство жилых районов, где располагались солдаты, находились в нескольких милях от линии фронта и существовали жизнеспособные альтернативы, которые не подвергали бы опасности мирных жителей. Например, военные базы, густые леса или другие постройки, расположенные дальше от жилых районов. В задокументированных случаях Amnesty так и не получила подтверждения, что украинские военные просили или помогали мирным жителям эвакуироваться из близлежащих зданий. Таким образом, не были приняты меры предосторожности для защиты мирных жителей. Еще в докладе указано, что все-таки в некоторых районах города Харькова Amnesty не обнаружила доказательств того, что украинские войска находились в этих районах. При этом российские военные все равно атаковали жилые кварталы, что является военным преступлением. Думаю, было бы нелепо утверждать, что факты, которые приводятся Amnesty International, являются ложью. Но являются ли действия ЗСУ военным преступлением? Давайте разбираться. Украинские военные подразделения иногда располагаются на территории учебных заведений. Это правда, но это не является военным преступлением, потому что международное военное право не запрещает сторонам конфликта размещать военных в неработающих школах. Это указано, кстати, в самом докладе. С 24 февраля 2022 года школы в Украине не работают. Обучение происходит либо дистанционно, либо оно просто прервано на неопределенное время. И если Amnesty International проведет масштабное исследование, то узнает, что на сегодня Лаптистан разрушил более 2000 учебных заведений. В подавляющем большинстве этих заведений никогда не размещались украинские военные и не устраивали там складов и не вели из них огонь. Также на данный момент не было зафиксировано ни одного факта, когда наши военные завешивали окна школьниками для того, чтобы создать живой щит из мирных жителей. При этом каким-то образом военные Российской Федерации уже убили в Украине 361 ребенка, тысячи ранены и неизвестно сколько числится без вести пропавшими, что обычно не означает ничего хорошего. А еще 300 тысяч украинских детей было незаконно вывезено в Россию, попросту украдено, и абсолютно неясно, как мы сможем вернуть их на родину. А вот история с больницей была всего одна, в Мариуполе. В результате авиаудара войск РФ была разрушена городская больница номер 3. Погибло 5 человек, в том числе беременная женщина с ребенком, и как минимум 17 человек получило ранения. Как я понял в докладе, об этом инциденте ничего нет. А ведь было бы очень интересно прояснить этот момент. Россия утверждала, что там были наши военные. ЗСУ опровергали. Казалось бы, самое время вмешаться авторитетным правозащитникам. Но в докладе просто упоминаются какие-то больницы без адресов и фактажа. А для тех, кто уже забыл эту историю, я напомню. Когда оказалось, что в больнице не было никакого полка Азов, Россия отказалась от своих слов, что наносила удар по больнице и назвала все провокацией и постановкой. С тех пор она врала еще сотни, если не тысячи раз. Еще интереснее выглядит следующий абзац. Существовали жизнеспособные альтернативы, которые не подвергали бы опасности мирных жителей, например, военные базы, густые леса или другие постройки, расположенные дальше от жилых районов. Я очень надеюсь, что не доживу до того дня, когда эксперты вот этой вот правозащитной кампании вместо украинских военачальников будут выбирать жизнеспособные альтернативы, потому что они не жизнеспособны. Украинские войска не могут находиться в густых лесах и на военных базах. Леса не слишком густы, военные базы разрушены ракетными ударами еще в первые дни войны. И хотя средневековые войны изобилуют описанием битв, которые происходили в чистом поле у города, также полно историй про осады и кровопролитные бои внутри городов. Не могу не заметить, что если защитники города героически гибли в чистом поле, это никак не спасало горожан от грабежей, насилия и убийств. Если твоя армия разбита, мирное население всегда подвергается грабежам и насилию. Иногда их вырезают под ноль. Также хотелось бы напомнить Amnesty International, что Украина имеет
очень плохой опыт, когда города остаются без военных гарнизонов. Я уверен, что правозащитники-интернационалисты были в Буче, Ирпене, Макарове и Матыжине. Там, к большому сожалению местных жителей, наших военных очень не хватало в жилых кварталах и школах. В результате пытки, изнасилования и выстрелы в затылок мирным жителям со связанными руками. Оставление городов не является жизнеспособной альтернативой в этой войне. Средневековые битвы феодалов у двух холмов и великие танковые сражения Второй мировой – это не тот формат, который подходит украинской армии. Я не хочу обидеть экспертов по правам человека, но с тех пор, как состоялись битвы при Пуатье и Азинкуре, у противоборствующих сторон появилась авиация, ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты. Именно поэтому военное руководство страны сделало ставку на оборону городов-крепостей, а не выход из густых лесов, построение танков фалангой и лобовую атаку. Русские на это сражение даже не пришли бы, просто сожгли бы все авиацией, артиллерией и РСЗО. Посмотрите на фотографии Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска. Понятно, что там в школах и жилых кварталах были наши солдаты. Когда ты защищаешь город, ты ведешь уличные бои, используя любые постройки, особенно если оправдано это с военной точки зрения, и школа не работает. Но, возможно, Amnesty International считает, что нужно было копать окопы поперек асфальтовых дорог или на стадионах. Но кто стрелял прямой наводкой по жилым кварталам и школам? Кто устроил из Мариупольского драмтеатра братскую могилу? И, наконец, чем помог Мариуполю уход полка Азов в катакомбы Азовстали? Российские войска тупо расхерачили город артиллерией и авиацией. Относительно мирного населения, которое не отселяется военными. Отселяется, проводится работа, но люди очень и слишком часто отказываются эвакуироваться. Именно поэтому правительством принято решение об эвакуации жителей Донбасса в тыл страны. Но больше всего украинцев, и меня в том числе, возмутил этот доклад по очень простой и очевидной причине. Чтобы не подвергать риску наших граждан, армия Украины еще с утра 24 февраля готова была вести войну исключительно на территории России, исключительно ударными дронами, крылатыми ракетами и баллистическими ракетами. А еще лучше не воевать. Но самая лучшая аналогия для всей этой ситуации – жалобы адвоката-насильника на то, что к его клиенту относятся несправедливо. Ведь эта красивая девушка была в мини-юбке и в топике. Она своим видом спровоцировала несчастного, а потом еще оказалось, что длинноногая сучка знает тэквондо. И вот, пожалуйста, у потерпевшего насильника сломана челюсть, и коленки, как у верблюжонка, смотрят в обратную сторону. Поэтому давайте поговорим не про агрессию со стороны двухметрового амбала, а про превышение пределов допустимой самообороны со стороны девушки. Ведь насильника пи***ли возле школы. Это видели дети, которые могли насмотреться тэквондо. У насильника до нападения вообще-то была репутация на районе, а домашние ждали, что добытчик принесет домой отобранный iPhone и золотые сережки в крови. Поэтому не пора ли осудить Украину за нарушение правил изнасилования и призвать ее соблюдать традиции и правила войны, которую развязала Российская Федерация? Это настолько ослепительная фееричная хуцпа, что я прям даже не знаю, что теперь делать ребятам из украинского Amnesty International. Хотя они знают и уже заявили, что не имеют никакого отношения к подготовке скандального отчета и сосредоточены на документации военных преступлений российских военных на территории Украины. А глава украинского офиса Оксана Покальчук в знак протеста ушла в отставку. Зато гендиректор Amnesty International Агнес Каламар продолжает планомерное уничтожение своей репутации и уже разместила твит, в котором обозвала возмущенных украинцев ботами и троллями. Цитата. «Украинские и российские мобы и тролли в соцсетях. Все они сегодня атакуют расследование. Это называется пропаганда войны, дезинформация и неосознанное перекручивание фактов. Это не ослабит нашу беспристрастность и не изменит фактов». Не знаю, как в голове у Агнес одновременно помещается пропаганда войны и неосознанное перекручивание фактов. Как страна, на которую напали, может пропагандировать войну? У нас 7 миллионов беженцев, захвачено 20% территории, ракеты прилетают в глубокий тыл и убивают маленьких детей в центре городов. Может, я, конечно, тролль, но я видел, как в самое тревожное время в Киеве оставалось 2 миллиона жителей, которые приняли решение выйти на стены своего города вместе с военными и защищать его от армии орков до самого конца.
Я не согласен с тем, что родители не эвакуируют детей и считаю, что проследить за этим ответственность государства. Но я не могу не преклоняться перед жителями Николаева, Харькова, Сум, перед Одессой, перед партизанами Херсонщины, перед Донбассом. Мирные жители стали плечом к плечу с украинскими солдатами и решили не просто не покидать свои города, а полны решимости оборонять их до самой нашей победы. И я просто не понимаю, что предлагает нам Агнес Каламар. Честно, без троллинга. Какие предложения? Приблизительно 28 миллионов жителей страны должны выехать во Францию поближе к Агнес? Наша армия должна выйти полным составом в Херсонские степи? Какие предложения, Агнес? У нас тут вообще-то Великая Отечественная война, где фермеры угоняют бронетранспортеры, а гопники допотопными гранатометами уничтожают целые колонны бронетехники. И если лунной украинской ночью зазевавшийся офицер советской армии получает в спину вилы, последнее, о чем думает разъяренный крестьянин, так это о высоких стандартах ведения войны с животными, которые пришли нас уничтожать. И что может быть лучшим доказательством высоких стандартов ведения войны, если на 6-й месяц войны наших военных обвиняют в том, что они дислоцируются в пустых школах и техникумах? Агнес, если это все, то я тебе просто гарантирую, что после победы украинская армия получит Нобелевскую премию мира всем составом, вместе с нацистскими батальонами и националистическими полками. А для Агнес и группы Иванушки Amnesty International я бы хотел процитировать абзац из международного права, которое правозащитники должны защищать беззаветно, преданно и верно. Нормы ведения боевых действий предоставляют специальную защиту некоторым объектам, в том числе культурным ценностям и местам отправления культа, например, памятники истории и церкви, объектам, необходимым для выживания гражданского населения, в том числе производящим продовольствие, сельскохозяйственным районам, посевам, сооружениям для снабжения питьевой воды, а также установкам и сооружениям, содержащим опасные силы, а именно плотинам, дамбам и атомным электростанциям. Запрещено использование методов и средств, способных причинить долговременный и серьезный ущерб природной среде. А теперь вспоминаем горящую Святогорскую лавру и поля с украинским зерном, а также Чернобыльскую АЭС, захваченную россиянами в начале войны, и Запорожскую АЭС, которую россияне обстреляли буквально вчера. Агнес об этом не знает, но Запорожская АЭС – это самая большая атомная станция в Европе. И если с ней что-то случится, всей Европе придется переехать в Канаду лет на 400, и все гранты на этой планете будуть заморожені на весьма неопределенний срок. На цьому все. Ви дивилися проект «Україна в вогні». Пам'ятайте про те, що Російську Федерацію буде зруйновано. Слава Україні!